Друзья, всем большой привет! Привет! Вы на канале Не без разницы С вами Лёша и Стас. и мы продолжаем прохождение Sims 4 по порядку с неунывающей Бетти Багглс. Как вы уже знаете, с самого детства Бетти Багглс была мечтателем и витала в облаках. И иногда она настолько погружалась в свои фантазии, что забывала о чем-то важном. Бетти, ты в школу? Я в школу. А портфель? Именно поэтому бабушка порой называла ее растяпой. Бетти уже выросла и сейчас живет в Ньюкресте. Это тихий, спокойный город с совершенно не похожими друг на друга жильцами и достаточно дружелюбными соседями. По крайней мере, так кажется на первый взгляд. А чтобы окружение Бетти было более интересным и, можно сказать, атмосферным, мы заселили районы, в том числе семьями, которых создали для нас зрители, а также семьями из предыдущих частей игры Sims. Так что, путешествуя, Бетти Багглс сможет встретить на своем пути Бетти и Боба Новчикс, Семью Брока и несчастную главу семейства Бренди, воспитывающую двоих детей. вроде бы Бренди как раз-таки дочь Бетти и Боба Новчикс. И, наконец-то, семья воссоединилась в нашем прохождении после стольких лет разлуки. Это точно. Также тут живет семья Новосельских в своем классическом виде, в каком они были в Sims 2. Семья Грант из Китишграда, глава семейства Одинокий генерал Бас. Бетти надо взять это на вооружение. Инопланетная семья Смит, Семья Холостяки, или, правильно, Холостяки, или Холостяки, неважно. а в семье в этой живет маленькая Белла, будущая Гот. А семья Гот в мире Бетти Багглс, как и в третьей части Sims, состоит из Гунтера, Корнели и их ребенка Мортимера. Им с Беллой все-таки суждено быть вместе. А в Виллоу Крик живет зажиточная семья Альто. А напротив, семья Толстопятка, в том числе Агнес и госпожа Пьяная Помятая. Хотя, возможно, Агнес и Пьяная Помятая это должен быть один человек. Я не помню. Возможно. Также здесь есть семейство Вольф, состоящее из супругов Моргана и Торнтона, и многие другие. Владелицей дома, арендуемого Бетти, является предпринимательница и бизнес-леди Фэй Роше, до замужества Диор. Она живет со своими ротвейлерами и берет от жизни все. Тссс. А за горами и каньонами, в далеком городке Честнот-Ридж, стоит старое-старое ранчо тетушки Фелиции, куда приехала погостить сестра Фэй, несравненная Вивьен Диор, вместе со своей семьей. Бетти начала самостоятельную взрослую жизнь, но не перестала мечтать о приключениях. Вот и сейчас она отправилась в Гранит-Фоллс, в далекие леса и заповедные зоны. И там, постепенно находя дневники и записки, оставленные бабушкой, Бетти начала узнавать семейную тайну. Давайте посмотрим, как сложится дальнейшая судьба Бетти Багглс. Бетти приехала в бар «Медвежий угол», и здесь тоже проливной дождь, ну, в принципе, как у нее на ее участке. А еще, между прочим, чтобы вы не подумали, здесь тоже прячется бабушкин дневник. И в этот раз я, кстати, знаю, где он находится, потому что... Потому что Лёша это сделал. Мы решили еще друг над другом немножко прикольнуться и попрятать эти записки друг от друга, пока не видим. Вот. И поэтому здесь дневник бабушки спрятал Лёша где-то. И поэтому он должен мне намекнуть хотя бы, где он находится. Я могу тебе сказать, что чтобы найти этот дневник, не нужно заходить внутрь бара. Так, значит, он должен быть где-то здесь. А как это, бабушка оставила его на улице, что ли? Согласись, она убежала в лес жить. Сейчас, пока мы с Бетти здесь будем ходить искать дневник, она уже промокнет вся. Я тебе могу сказать так, что дождь не помеха, собственно говоря, место по суше, но не внутри. Может быть, вот там под крылечком?
под крылечком. Эх, ничего нет. Подожди-ка, может быть, есть. Да Нет. что-то нет. Нет, я ничего не вижу. Так, а на крыше не может быть? Бабушка могла и на крышу залезть. Господи, я вижу! Все! Вижу все. Вот он лежит прям под старой какой-то тележкой. Интересно, Бетти, а ты сможешь до него добраться? Вот этот дневник бабушки. Ну что, Нашёл давай таки. прочитаем. Ладно. В баре «Медвежий угол» было весело и шумно. Бармен разливал по глиняным кружкам пенящийся эль, старый проигрыватель напевал голосом Долли Партон о красавице Джолин с рыжими волосами и глубокими изумрудными глазами. Кто-то из посетителей обратил внимание, что я со своими рыжими волосами и зелеными точно лес глазами похожа на роковую Джолин. Приятные комплименты и свежий воздух вскружили мне голову. Одной кружкой эля не обошлось, и вот уже некто предложил мне пари, кто больше выпьет эля. В случае победы он показал бы мне путь к убежищу друида. Что было делать? Я согласилась. После третьей кружки я уже качалась на качелях под звездным небом, а после пятой, помню, наспор поедала вредную бузину. Очнулась я в берлоге медведя. Тот издал страшный протяжный рык, от которого у меня все внутри ухнуло вниз. А потом вдруг расплакался. Он рассказал. На этом заканчивается вторая часть дневника бабушки Хельги. Эх, что же он рассказал? Так бабушка жила насыщенной жизнью. Смотрите-ка, у нас получается вообще старушки рулят. Вообще просто. Ну, вы представляете, как, Нет, ну подожди, как у нас интересно же- она жила. У нас же бабушка рассказывала, что она приехала в Гранит Фоллс, чтобы найти эликсир плодородия, это еще до рождения Бетти. Так что она не была тогда, в тот момент, старушкой. Бабушки всегда бабушки. Так, почему они все бегают? Бетти надо немного пообщаться, потому что, посмотри-ка, у нее уровень общения немножко уже ухудшился. А здесь, между прочим, посмотри, в бар у нас пришел пришелец. Он из семьи Смит. Букет Левкоев Смит, это из второй части Sims. Жила такая базовая семья. Опа, опачки. А здесь в отпуск у нас приехал Наруто Судоку. Интересное дело. Что он тут позабыл? Пока там цунами, значит, продолжает развивать свой город. Наруто взял и приехал в отпуск в Ну, с Гранит другой Фоллс. стороны, может быть, это какие-то его, не знаю, поиски. Может быть, он ищет компромат на Цунаки Муракаки. Кстати, кто не знает, кто такой Наруто Судоку, это наш персонаж, наш один из основных героев в проекте «Построй свой город». Обязательно его тоже посмотрите. Если не смотрели, конечно. Поскольку у Бетти еще сейчас день шалостей, ей нужно прийти в некое пакостливое настроение, а для этого нужно совершать какие-то пакостливые действия. Ну вот, собственно, как раз... Вот ее можно разыграть, вот эту леди в синей кофте. Именно этим Бетти сейчас и занята. И она получила навык пакостей. Эта леди в синем и так в испуганном состоянии находится, и Бетти сейчас еще, смотри, она убегает. Окончательно испугалась. Ну, ладно, тогда с Наруто она, кстати, поговорить не может, попробовать представиться. Это у нас Наруто, оказывается, звезда. Поговорить не может, зато может потанцевать. Но по чуть-чуть Бетти выполняет все традиции праздника День шалостей. Ну, время осталось совсем немножко, но зато вот уже достигла второго уровня. Ну, кстати, нужно заказать здесь что-то в баре, какую-нибудь еду, потому что Бетти должна поесть. Так, и здесь лежит у нас еще книга «Старые записки бармена». Давай-ка прочтем их тоже. Да, почему бы и нет. Тот страшный вечер я не забуду никогда. Все шло своим чередом, пока в бар не пришла она, рыжая бестия. Эль потек рекой. Она опустошала кружку за кружкой, не хуже рабочего лесопилки. Не успел я оглянуться, как она уже кидала дротики в аквариум и с безумным хохотом качалась на качелях. Потом убежала куда-то в темноту леса. Все уже вздохнули с облегчением, но она вдруг вернулась с горстью ягод и наспор съела вредную бузину. В какой-то миг она заставила весь бар поедать сосиски с фасолью, и началось такое. Нам срочно потребовался устраняющий запах крем. Затем она укатила на старую лесопилку, а я вышел на задний двор к мусоркам, чтобы отдышаться. Бабушка отжигала. Это старые записки бармена, видимо, о бабушке. Посмотри, кто автор. Шокированный бармен. Но раз там написано, что бармен вышел на задний двор к мусоркам, наверное, Бетти тоже туда следует пойти.
Конечно, надо по стопам всех героев этой истории следовать. Вдруг нас что-то там ждет, не правда ли? Итак, Бетти, вставай. Пойдем посмотрим, что там у нас есть на заднем дворе. Она, кстати, заказывала здесь сосиски с соусом карри или, не помню, с фасолью, но почему-то ей так бармен и не сделал ничего. О, вау! Ну надо же, здесь что-то еще есть. Что же это такое? Давай посмотрим. Давай посмотрим скорее. Так, Бетти взяла эти записки, куда-то пошла. Ну правильно, а зачем их читать под дождем? Лучше здесь. Бетти, подробностей о моем путешествии в Гранит Фоллс ты не знала, но я все-таки решилась рассказать тебе эту историю. А сейчас проведи время весело. Позволь себе выпить бокал горячительного. Но не больше 5. Пообщайся с барменом, потанцуй, покидай дротики в мишень и попроси кого-то из посетителей покачать тебя на качелях. Ну сейчас прям самое время под дождем, да? Да, то, что нужно. Кстати, затем приготовь на гриле сосиски с фасолью, накорми ими посетителей и обязательно создай устраняющий запах крем. Он тебе понадобится, вот увидишь. После этого отправляйся на старый лесопильный склад. Твоя бабушка Хельга. Но мы пока на лесопильный склад не поедем, пока Бетти не создаст вот этот устраняющий запах крем, не применит его. И ей еще нужно средство от насекомых Да тогда ей создать. надо всех еще покормить сосисками, еще покидать дротики. Не обязательно в аквариум, можно просто в мишень. Итак, бабушка нам говорит, нужно пообщаться с барменом. Ну что, Бетти, пойдем общаться тогда с барменом, хотя время уже. Ночка будет насыщенная. Ну а что еще Ну остается правильно, раз делать? бабушка проснулась в берлоге медведя, наверное, ранним-ранним утром. Явно у бабушки тоже была насыщенная ночь, поэтому Бетти не должна, отставать от заданных высот. А что сделать с барменом, как не сплетничать? Может быть, какие-то новые сплетни Бетти здесь узнает. Ну, посмотри на бармена, она похожа на сплетницу. Наверняка что-нибудь расскажет про кого-нибудь. А кто это в компании с Бетти здесь? Как, кстати, бармен у нас зовут? Анастасия Мамонтова и Мэри Сью Новосельских. Здесь рядом с ней сидит. Ну, можно тогда бармену рассказать анекдот. И нужно заказать еще какой-то напиток, как сказала Новосельских бабушка. это же тоже из какой-то части. Это из второй части, Мгм. да. Вот, например, светлый эль. Бабушка же именно эль пила. Да, но она сказала не больше 5. Ну, Мы не будем не будем, да. проверять, что будет с шестым элем выпитым. Что если- будет да. после 5-го Да, бокала. да. Поэтому ограничимся одним. Ну, максимум 2. Вот он, пенящийся эль. Ну, Бетти, За здоровье. начинаем веселую ночку. Вот у кого-то там уже веселая ночка, куда уже Наступила, убегает что-то. Она, видимо, побежала в берлогу к медведю. А вот тот самый аквариум, куда бабушка кидала дротики. Надеюсь, это не те же посетители, которые, знаешь, застыли во времени, которых бабушка Ты посмотри, кормила. Бетти сделала пару глоточков Эли и сразу стала счастливой. Отлично. Просто отлично. А у нас на улице как раз закончился дождь. Пора идти к грилю и готовить сосиски с фасолью. Пока еще все не разбежались, чтобы накормить всех. Вот. Как раз Бетти может приготовить. Ей самой нужно еще немножко поесть. Она как раз хотела. Но посмотри, Эль немножко утолил ее аппетит. А вот и комары, о которых говорила бабушка, все-таки появились. И, между прочим, на гриле у Бетти уже выходит возможность приготовить какое-то снадобье. Но единственное, у нее пока нет ингредиентов. Нам нужно отправляться в лес, искать все травы, заниматься собирательством. Может быть, после второй кружечки она побежит в лес собирать все ингредиенты? А что, мне кажется, Эль может сподвигнуть на такие подвиги. Так, сосиски с фасолью мы поставили сюда, чтобы другие посетители тоже могли их поесть. Нам же нужно накормить и других посетителей. Но надо еще со всеми поздороваться тогда. Вот, кто у Вот нас как ее появился. накормить сосисками с фасолью? Можем ей предложить напрямую? Типа, ешь. А, все равно, посмотри, не выходит действие пригласить всех. Ну, может быть, они сами тогда возьмут. А, подожди, Бетти, стой. А Ничего попробуем, не ешь. попробуем вот так вот сделать. Смотри-ка, сформировать группу из посетителей, которые здесь есть, и взять порцию вместе. Вот. Вот так мы и накормим посетителей. Вот, другое дело. Все начали есть сосиски с фасолью.
Ну что ж, задание бабушкина выполнено. Но Бетти надо еще в мишень покидать дротики и попросить кого-то покачать ее на качелях. Давай сначала попросим кого-нибудь на качелях покачать, потому что время уже, посмотри, сколько. Время уже почти 5 утра. 5 утра, мне кажется, это так прекрасно пойти качаться на качелях. Не жизнь, а сплошные приключения. Вот для чего нужен устраняющий запах крем. Понимаешь, да? Понимаешь, почему бармен в своих записках писал, а потом, когда все поели сосиски с фасолью, началось такое, нам всем потребовался... Не надо комментировать больше ничего. Устраняющий запах. Я не хочу знать подробностей никаких. В конце концов, крем может не пригодиться, если пойти на улицу на качелях покачаться. Свежий да. лесной воздух всех спасет. Вот, попросить покачать на качелях. Ну, Давай пусть к Ласке Вандермир попросим. ее? Да, а то она сидит, скучает. Вот пусть она нас покачает. Ну, давай, попросим ее. Ты не могла бы меня покачать на качелях? И она согласилась же. Она куда-то уходит. Как уходит? Ну-ка, стой. Она не согласилась? Нет, не уходи. Нет, ты пока никуда не уходи. 5 утра, конечно, уже все уходят. Еще раз спрашиваю, ты не могла бы меня покачать на качелях? Сейчас тон Бетти был уже грозный. Качай. Вот как весело. Отлично, да? Уже светает, мне кажется. 5 утра. Да? Угу. Бетти Вовсю просто гуляет. отличная ночка. Кстати, да. Давненько так не веселились мы где-нибудь так в баре, когда выезжали куда-то или еще что-то. Супер. Остались только дротики. Все-таки бабушка знала толк в Вообще, развлечениях. абсолютно, да. Ну что, может быть, достаточно этого? Да, уже точно достаточно. У Бетти уже Уже еле-еле. и в туалет она хочет, и еще ей пора все-таки спать. А у нас уже в почтовый ящик доставлены счета на оплату. Не успела Бетти приехать. Она и так заплатила деньги за то, чтобы въехать в свой дом. И еще теперь и счета ей доставили сразу Ох, же. везде платить деньги. Давай, Бетти, пару бросков. Она счастлива. Ну, посмотрим, хоть попадает, не попадает. Ну, в таком состоянии, уже уставшим, не совсем. Ну ладно, поиграли. И теперь, наверное, пора уже все-таки отправляться домой. Время 7 часов утра. Поехали, Да уж Бетти. 7:30. Все, просто в постель. Срочно. Под утро Бетти вернулась домой. Еле-еле волочится. Очень уставшая. Но, по крайней мере, хотя бы прекратился дождь. Уставшая, но счастливая. Мне кажется, это главное. И все просто, она, мне кажется, должна сейчас рухнуть в постель и проспать до самого обеда. Бетти проснулась. В 15 часов. Доброе утро, Бетти, хотел я сказать, но это уже совсем не утро, это Ну, уже в каком-то полдень. смысле. Да, это уже и не полдень, уже время перевалило за полдень. Но, тем не менее, доброе утро. Вон, она еще не причесалась, а ночную рубашку не сняла, Не сменила переоделась, да. ночную одежду, да. Да. Вот. Ну, Бетти уже готовит себе завтрак, совершенно поздний завтрак, но у нее была достаточно веселая ночка. И посмотри, какое у нее желание есть. Она хочет поболтать с Халиа. Это та самая леди, с которой она выполняла пакостливые действия, пока находилась в пабе «Медвежий угол». Да, нам туда стоит вернуться, потому что мы не завершили там свою миссию. Например, не приготовили крем от запаха. Да, устраняющий запах Да. крем, но не обязательно там его готовить. Бетти его также может приготовить и здесь, в своей хижине. Главное отыскать необходимые для этого ингредиенты. Давай посмотрим, что у нее еще за желание. Она хочет рассказать себе историю. Сама себе рассказать. Сама себе она историю. хочет рассказать историю, потому что она чудаковатая, с такой чертой характера она пошла в своего отца. Видишь, у нее есть такое действие, рассказать себе историю. И все-таки нам надо приступать к выполнению в том числе жизненной цели.
Она у нас хочет стать любителем свежего воздуха. Нужно собрать урожай с неопознанных растений в количестве 10 штук. Одно она уже нашла. И, кстати говоря, все растения же в какой-то степени неопознанные. Ну, многие, да? Правильно? Но вот здесь для нее пока что все растения неопознаны. Ну, супер. Как раз мы сможем собрать растения, ингредиенты для крема и для от комаров. Средства от насекомых, Да. И заодно ее жизненную цель выполним. Мне кажется, сразу 2 зайцев поймаем. Так что удобно. Бетти, в принципе, счастлива. Она рассказала себе историю, поэтому... Кадр так сменился. Я думал, что Бетти превратилась в цветок. Но погода все равно пока не радует. Это второй день отпуска. Здесь также идет дождь, но хотя бы уже не с грозой. Ну, то ли еще будет. Времечко... Ох, как много время. Время уже, да, почти 5 часов. Все, Бетти выходит на охоту. И пойдем сейчас вместе с ней охотиться за разными растениями. Пойдем их искать. А вечером можно будет немного тогда поизучать еще траволечение. Так, ну я думаю, что в лесу нам много попадаться будет всяких растений и всяких там, я не знаю, лягушек в пеньках и всякое такое, что тут вот в лесах обитает. Давай сперва обследуем территорию возле дома, что здесь есть. Вот можно еще здесь как раз попутно выкопать всякие Можно копать. предметы. Она может копать землю. Вот, я вижу уже растения. А это, смотри, какие-то светлячки. Их можно собрать? Или Какая-то это пыль. какие-то они неактивные. Вот, собрать весь урожай. И мне кажется, или тут с дерева что-то падает. Нет, где это падает? Это капли дождя? А, нет, какие-то листики, хвоя какая-то. А, понятно. Ничего особенного. Так, растения. Что там, Бетти нашла что-нибудь у нас? Ух ты, находит кусок известняка. Это супер. Между прочим, это древняя окаменелость. Ну хорошо. Теперь вышло сообщение, что ей нравится садоводство. Помнишь, до этого выходило такое сообщение, что ей не нравится это То всё? нравится, то не нравится. Какая непостоянная, нестабильная личность. Смотри, 10 цветков. Попытаться определить, аж 10 она нашла. Ну зачем их есть? Интересно, ведь цветы Нет. можно... Цветы же можно понюхать. Вот, смотри-ка, она достигла 2 уровня в навыке траволечения, и Бетти теперь может готовить снадобье, устраняющее запах. Это то, что Да? ей нужно. Ух Да. ты. Слушай, а мы же ничего... подожди, а чтобы готовить... я понял. Чтобы готовить, она теперь обладает нужным навыком, нужным уровнем. А вот чтобы приготовить, ей нужны теперь 2 ингредиента. Ядовитая бузина, или как она называется, вредная? Бузина, да, вредная бузина. И базилик вроде бы, да? Вроде бы да. А вот как раз и медведь здесь ходит. Интересно, в его берлоге бабушка Хельга проснулась. Медведь тут не только ходит, он почему-то здесь бегает. Хотя, подожди. Или бузина нужна для устранения... Нет, для... это от комаров. от комаров. Там нужна бузина и базилик. Так, вот еще растения. Как бы Бетти научиться определять? Ну, может быть, она по ходу того, как будет поглощать эти растения, рано или поздно она обретет понимание, что перед ней произрастает. Ну, я надеюсь. Методом, путем проб и ошибок. Как еще? Вот этот цветочек она видела уже или не видела? Я его видел. Интересно, если пару раз попробовать попытаться определить? Вот, она определила, это ядовитая ромашка. У нее уже 20 цветов Класс, ядовитой она съела ромашки. ядовитую ромашку. Она теперь все? Да? Мы с ней прощаемся? Да нет, вроде бы с ней все Но в это же порядке. ядовитая ромашка. А вот она определила, это ягода бузины. Ещё у То нее есть есть надо шалфей. 2 раза съесть. Ну, видимо, да. Ну хорошо. Ну, надо еще что-нибудь найти. Мне Давай хочется сейчас еще поищем. что-то. Бетти вернулась домой. И давай посмотрим, что она у нас насобирала. Ну, вообще продуктивно она погуляла по лесу, собрала всяких растений, всякие ягодки. Что нам надо опознать? Вот это вот, смотри, это, наверное, и есть ядовитая бузина, потому что вот обычная бузина,
ягоды обычной бузины она Ну, все-таки смотри, собрала, похоже, нашла, одинаковые. опознала. Да. Ну, по цвету они немножко отличаются. Сейчас попробует Бетти тоже попытаться определить. И она нам как раз нужна, эта ягода, для приготовления средства от насекомых. Да, базилик и бузина. Сейчас посмотрим, сможет ли Бетти определить. Ну, я думаю, что тут 2 раза нужно, да? Вот, Нет? всё, определила. теперь она смогла. Ой, какая она молодец. Смотри, как быстро она теперь С разбирается. первого раза. И давай готовить тогда сразу средство от насекомых, и его нужно будет испытать на себе. А может быть, ей несколько сразу приготовить? Бабушка же так и писала в своей записке, что не забудь приготовить несколько Бетти. Побольше, побольше. А вообще, конечно, Бетти неустрашима у нас достаточно. Она пробует все ягодки, все цветочки. А Неопознанные. теперь... Неопознанные, да. А теперь ей еще надо испытать собственного приготовления средства от насекомых. И оно ведь... Вот, Бетти. Что ты наделал? Ну, растяпа же. Она сейчас еще и сама загорится, да? Конечно. М, Слушай, 880! 7 миллионов заменить. Бетти, ну что же ты натворила? Ладно. Зато есть хорошая новость. Бетти достигла 3-го навыка. Ой, как 3-го уровня в хорошо. навыке травлечения. Стоило ли это того? 880 миллионов. Интересно, второй пожар она устроит? Ну, я не думал, что вот здесь вот можно пожар устроить. Вот как вот здесь можно устроить пожар? Ну посмотри, тут же все просто изолировано. Вот. От каждой искорки, от каждого уголька. Вот средство, вот мазь. Ну, слушай, сейчас она будет, наверное, готовить средство не очень хорошего качества из-за своего настроения, потому что она очень напряженная. Надо идти в душ. Ну, Бетти, что ж тебя смущает? Ожоги. Ну тогда понятно. Всего Ладно. ничего. Кстати, ожоги у Бетти, между прочим. Посмотри-ка. 3-й уровень в навыке травлечения, она может готовить смягчающий бальзам. Но для смягчающего бальзама тоже надо собрать всякие ингредиенты. И... Саранча нужна и ромашка. Ну вот где мы сейчас саранчу найдем? У Хотя... нас только ядовитая ромашка. Интересно. А вот с насекомыми тут тоже дело так обстоит. Они появляются, некоторые насекомые появляются только ночью, некоторые там вечером, другие появляются днем. Вот когда саранча появляется? Я бы на месте саранчи появлялся ночью. Ну, наверное, она днем появляется. И огня она теперь боится. Огня боятся... В лес не ходить. В лес не ходить, да крем от комаров не готовить. Так Ладно. что мы преодолеем этот страх. Пусть Бетти расслабляется тихонько и спокойно в своем доме и читает книгу по травлечению. Ну, кстати, пусть почитает, да и потом ляжет спать, потому что время уже снова позднее. Главное не проспать снова до 3 часов. Ну ладно, время уже 3 часа, пора Бетти уже и спать ложиться. Ну вот, Бетти проснулась рано. Вполне себе рано, 7 часов утра. Ей только приснился кошмар. Но зато посмотри, какая погода замечательная сегодня. Солнечно А какой и кошмар тепло. там ей приснился? Что-то она там крохотным муравьем была, пытающимся запастись крохотными зелеными шариками еды, но ее засосала газонокосилка. Ужасно. Да, это Ужасный ужасный сон. кошмар. Ну что ж, надеюсь, такой никогда с Бетти не произойдет. И да, она проснулась рано. Погода действительно погожая, как говорится, солнечная. Неужели на 3-й день у нас нет дождя? Вот это везение. Кстати, да, сегодня последний день у нее отпуска. Да? Наверное, надо будет продлить отпуск хотя бы еще на 1 день. Ну, на 1 день минимум, потому что мы не успели хотя бы минимум какой-то сделать. Да, нам еще пишут, что у вас осталось только 24 часа, чтобы оплатить и арендную плату, вовремя Фейроше пишет, и счета. Фейроше своего не упустит. Уже требует. Так, заплатить за аренду. Слушай, у нас отдельно и аренда, отдельные счета, получается так, что ли? Почему-то в телефоне счета не выходят. Может быть, их можно платить только когда персонаж дома находится? Что, у нее нет на телефоне приложения, чтобы оплатить? Ну вот смотри, такой функции нет. Заплатить за аренду... А как она может заплатить? А за аренду она по телефону оплатит.
Все, аренду оплатила. Но все равно Бетти очень сильно напряжена из-за пожара. Огонь — это зло, воспоминания о первом пожаре. Ну да, недавно здесь был пожар, но вряд ли он произойдет снова. Точно не в ближайшее время. Да кто ж тебя знает, Бетти? Так не бывает. Бывает, Попробуем. мне кажется, вполне себе. Попробуем крем, потому что по условиям челленджа Бетти нужно испытать на себе все эти снадобья, которые она готовит. Интересно, она что с ней помазалась сейчас кремом. произойдет. Жуков нет, средства от насекомых. Это средство от насекомых отпугнет любых паразитов. А, 10 ну часов. хорошо. Да, теперь можно тогда смело идти. Может, еще одну гулять. сделаем тогда? Давай сделаем еще одну. Если, конечно, она снова не подожжет что-нибудь. О, смотри, стала наконец-то счастливой. Как? О, И снова да-да-да, напряженная. она подошла к этому и снова напряглась. Ну, вроде пока все спокойно. Ну, надеюсь, нормально сейчас все пройдет. Хотя, конечно, вот она хватается за голову. У нее стресс. Ну, держись, Бетти. Смотри, немножечко. какой он алхимик. Так вот прям по чуть-чуть каждого ингредиента добавляет в кастрюльку. Да, этого посыпала, то перемешала. Интересно, а на траволечение это вообще зарабатывать можно? Сколько стоит эта мазь? Смотри, качество великолепное. А, хорошо. Было до этого нормальное. Тогда, пока она в счастливом настроении, давай приготовим еще. Нет, не приготовим. Нету ягод вредной бузины у Бетти. Так, какой у нас план действий? Мы можем с Бетти либо пойти ловить рыбу. Слушай, ну рыбу... нам надо еще 3 ягоды найти. Ну, растения и рыбу. Ну, рыбу, мне кажется, попроще поймать. Смотри, там плещется рыба. Можем попробовать немного половить рыбы и потом отправиться на поиски насекомых и еще растений. Ну, давай рыбу половим. Я не думаю, что очень долго ее ловить. Смотри, там просто кишмя кишита рыбой речка, поэтому я думаю, мы быстро с этим управимся. Кстати, Бетти поймала несколько рыб, но мы обнаружили, что это не засчитывается почему-то ей в жизненную цель. Я в замешательстве. Может быть, нужно ловить только определенные здесь виды рыб, которые водятся именно в Гранит Фоллс, и тогда это засчитается. Ну вот для этого тогда надо, Бетти будет развивать еще навык рыбалки, наверное, чтобы поймать те самые виды рыб, которые водятся именно здесь. Ох, вот испытание-то выпало на На долю. бедной Бетти, еще не на седины, конечно, но... Ну что ж, пойдем тогда заниматься собирательством дальше. Слушай, да, потому что бессмысленно сейчас ловить рыбу, и, видимо, мы ничего такого дельного не поймаем, а только время потратим. Я думал, сейчас так просто будет. 5 Я рыбок тоже, она выловит, и Я всё. тоже, я еще сказал, типа, много времени на это не уйдет, быстренько все сделаем, и что в итоге? Мы уже до полудня протянули, а жизненная цель даже ни на единичку не увеличилась. Обидно. Вот давай у нашего лесничего поспрашиваем. Про рыбу? Может быть, она подскажет что-то. Может, она нам даст эти 5 рыб? Было бы хорошо. Так, что Бетти собрала? О, смотри, она собрала еще ягоды вредной бузины. Это значит, что мы можем приготовить... Средства от насекомых еще. Так, смотри, узнать информацию про лагерь. Вон, места для рыбной ловли. Может В Гранит Фоллс водится 5 уникальных видов рыбы. Пожалуйста, не выловите всю рыбу из наших рек. Вот о чем речь. Значит, именно про уникальные виды рыб Гранит Фоллс. Понятно. Ну хорошо, а как же мы тогда определим, что это за уникальные виды рыб? Вот бы была какая-нибудь подсказка, она нам даже не сообщила. А я, кстати, подумал, что, может быть, это в глубоких мыслях обсуждать. Ну, рыбалка, это ж не просто ловить рыбу, да? Это целое искусство. Да, это сесть, уткнуться в воду и думать какие-то мысли. И это уже никакая не рыбалка, а превращается в какое-то философствование и созерцание, и все на свете. И ловля рыбы уходит вообще далеко на второй план. О, смотри, тут букашки какие-то есть. Божьи Ну да. коровки, ну надо же. 3 божьих коровок она поймала.
Они нам для зелья какого-нибудь, наверное, понадобятся, да? Они, конечно, понадобятся для зелья, но еще нужно собирать коллекцию насекомых. Слушай, да, день, получается, день выползли всякие букашки, таракашки. Кстати, Бетти перегрелась. Ну, конечно, она бегает, собирает всех этих букашек, пчел ее укусили. Да, еще ее пчела укусила, но зато Бетти собрала божьих коровок, бабочку-белянку, но это еще до этого она собрала пчел, она нашла Ну, 3. пока что 3 вида только. Так, нам что нужно? Еще клубника и петрушка, да, нужна? Давай, может быть, попробуем купить через... Магазинчик. Нету клубники. А где же нам ее взять? Овощи для новичков попробовать. И... Ну, смотри, это купить подарки. А если мы, например, быстренько съездим до дома, оплатим счет и попробуем там купить клубнику и петрушку, такое возможно? Или это уже... Можно попробовать, да. Потому что здесь, я так понимаю... Нету петрушки. Все равно вот потратились и ничего не получили. Слушай, ну только деньги вообще улетают вот только так. Ну, поскольку у Бетти сегодня последний день отпуска, может быть, правда, тогда не будем продлевать. Она съездит домой, оплатит свои счета. Да, посмотрит, все ли там в порядке с домом. А заодно посмотрит, есть ли клубника, петрушка, и сможет вернуться сюда еще разочек. Почему бы нет? Да, сюда мы вернемся обязательно, потому что бабушка направила Бетти, смотри-ка, божьи коровки еще. Да, здесь надо еще целый путь бабушкин пройти. А бабушка направила Бетти на старую лесопилку, на старый лесопильный склад. А что там надо было сделать? Она говорила, что она проснулась где-то... А в записках бармена же было указано, что после этого ее видели на старом лесопильном складе, значит, там тоже что-то произошло, какие-то у бабушки приключения там были. Ну да. И часть жизненной цели Бетти все-таки выполнила. Отлично. Вот бы еще рыбок поймать. Собрала И все она. было бы хорошо. Урожай из 10 неопознанных растений. Вот клубничный куст, но не сезон. Потому что клубника растет только весной. А петрушку где брать? И когда она растет вообще? Петрушка вообще такое простое растение, мне кажется, и вот даже почему-то через магазин подарков его не купить. Оказывается, Бетти собрала еще ягоды вредной бузины, но ей надо попытаться снова их определить. Кстати, да, это правильно, то, что Бетти поедет к себе домой. Она как раз сейчас у себя в саду высадит растения, которые она здесь собрала и нашла. Да, все равно она пока что живет там. Так, Бетти, тем только, более- пожалуйста, не устрой пожар. По правилам челленджа это нужно ей также сделать. Да и надо ей как-нибудь еще денег зарабатывать, а то она пока что у нас только тратит. На новый гриль, на новые книги, которые забывает. Но вот путем садоводства тогда и будет зарабатывать деньги. Может быть, даже через рисование. А может быть, Бетти устроить на работу фрилансером? А может ее устроить в офис и разрушить все ее планы? Пусть обретет спокойствие и смиренность. Ну смотри, она нашла какие окаменелости. Уморительно маленькие лапки тираннозавра и доисторическая птица. 75 миллионов стоит. Мне Это нравится 45. название. Уморительно маленькие лапки тираннозавра. Вообще, как это? У тираннозавра же не может быть уморительно маленьких лапок. Он же большой. Мне нравится, как называется Ну, эта окаменелость. Кстати, вот эти окаменелости можно тогда продать через дворовую распродажу. Вместе вот со снадобьями средства от насекомых, которые Бетти сейчас готовит. Ну, пока лето, это будет актуальный товар. Зимой-то она уже не сможет накрутить 300% наценочку. А сейчас вполне. И найдется же покупатель на это. И мы заметили, что недалеко от дома у Бетти появились... вот- Загадочные огни. Это светлячки. Как раз Бетти сейчас их тоже соберет. Смотри, какие красивые. Мне нравится. Это для коллекции насекомых. Ой, я бы хотел, чтобы на даче такие штучки летали. по Одного вечерам. только одного она смогла найти. Зато смотри, редкость. Редкий и стоит 75 миллионов. А остальные сколько стоят? 4. 4 всего лишь белянка, бабочка, 4. пчела 4 и божья коровка 4. А лягушки
О, 125, вот та, а та 10. ту лягушку я не люблю. А вот это мне нравится. Ну ладно, я думаю, пора Бетти возвращаться к себе домой. Ну, в принципе, она неплохо тут время провела. Пчелы ее покусали, под дождем она намокла. Что еще в ее планы входило? Эль попила. Самое главное. Мне кажется, миссия выполнена практически. Ну, за исключением маленькой детальки, что надо еще на лесопилку и вообще последовать бабушкиным путем. Ну, это так, уже жизненные мелочи. Бетти покидает Гранит Фоллс, но сюда она еще обязательно вернется. Она обещала вернуться как Карлсон, который жил на крыше. И мы верим Бетти, потому что ей определенно надо сюда вернуться. Как минимум за рыбками. А так, насладитесь видом. Какой прекрасный вид вообще. Какое звездное небо. А смотри, еще звезды перемещаются. Вон. Видишь, Ну, двигаются. красота как... же. Да, мне Ну, нравится. конечно, Бетти просто обязана сюда вернуться, в это чудесное место. Ну, а на этом мы пока прощаемся с вами, друзья. Спасибо, что были с нами и посмотрели эту серию. Да, спасибо большое. Мы прощаемся. Бетти едет платить По счетам. И не в первый, не в последний раз. Спасибо, что посмотрели это видео. Обязательно поставьте лайк. А еще подписывайтесь на наш телеграм-канал, потому что мы там всегда что-нибудь интересное обсуждаем, делаем какие-то эксклюзивные анонсы или обсуждения. Ссылка на телеграм-канал находится в описании к этому видео, а также в комментариях. Спасибо, что были с нами. До следующих видео. Всем пока!